Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень теплую, красивую и интересную шапочку с плетением. Для работы я использую крючок 4,5. Пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Такая шапочка будет смотреться буквально из любой пряжи красиво и интересно. Вот особое внимание хочу обратить на плетение. В уроке мы с вами научимся выполнять вот такую косу или плетение. Также узнаем, как выполняется резиночка 2 на 2, как совмещаются эти два узора. Ну и, конечно же, как оформить макушечку или донышко нашей шапочки. Присоединяйтесь и приступим к работе. Не забывайте, кто еще не подписался, подписываться на мой канал, писать в комментариях, что у вас получилось, ставить лайки. И может кто-то будет использовать этот узор, ну, допустим, для создания жилетки или какого-нибудь еще изделия. Обязательно пишите. Начинаем выполнение нашей шапочки с 68 воздушных петель, замкнутых кольцом. Я начну выполнение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Обращаю ваше внимание, петли не должны быть затянутыми, ну и в то же время не должны быть очень рыхлыми. И вы выполняете 68 воздушных петель. Далее мы с вами замкнем их кольцо. А прежде чем продолжить, я хочу немножечко 2 слова сказать о распределении наших петель. В нашей шапочке будет 2 узора. Это вот такие красивые плетения будут. 2 с одной стороны и с другой, то есть спереди и сзади. И будет резинка 2 на 2. Само плетение располагается на 22 петлях. Но поскольку вы знаете, что любые плетения, будь то спицами, будь то крючком, они у нас забирают, да, полотно, сжимают. И мы начнем выполнение, то есть дадим на них 16 петель и далее добавим петли. Добавим столбики наши. И второй узор, это резиночка, как я сказала, 2 на 2. То есть раппорт ширину у нас с вами 4 петли. Между нашими косами, вот видите, ну, плетениями, косами, да, вот одна коса, вот другая, будет располагаться этот узор. И раппорт ширину 4 петли, и мы для симметрии добавляем 2 петелечки еще, чтобы у нас после и до нашего плетения были вогнутые столбики. То есть мы с вами наши 68 петелечек распределяем таким образом: 2 косы или 2 плетения по 16 петель, и затем мы, повторюсь, добавляем, да, 6 петель, чтобы было 22 петли. И у нас остается на нашу резиночку с одной стороны 18 петель и с другой стороны. Именно за счет вот этого полотна вы можете увеличивать размер шапочки или уменьшать. То есть вы можете резиночку 2 на 2, да, сделать, ну, меньше, можете больше сделать. То есть буквально, если у меня здесь 4 раппорта в ширину, то есть 4 умножить на 4, это 16, и еще 2 петли, как я говорю, для симметрии. Вы можете сделать 2 раппорта, 3 раппорта, а можете наоборот, если более тонкая пряжа, увеличить размер шапочки. А сама коса у вас так и будет располагаться на тех петлях, которые мы с вами говорили. 16, потом добавляем 6 петель, то есть 22 петли. Я думаю, понятно.
Повторюсь, вы сами можете увеличить или уменьшить размер вашей шапочки. И мы продолжим. Напоминаю, выполняем 68 петель и замыкаем их кольцом. Я выполнила цепочку из 68 воздушных петель. Прежде чем замкнуть кольцо, обязательно проверяю, чтобы моя цепочка не была перекрученной. И что я делаю? Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. И далее я буду выполнять ряд столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют у меня один столбик. И далее в каждую воздушную я выполняю по одному столбику. Столбики с накидом, то есть здесь все очень просто. Вы выполняете ряд столбиков с накидами. Вот таким образом. Мы вяжем с вами до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение кругового ряда столбиков с накидом. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И следующий ряд у нас тоже с вами будет подготовительный, но мы будем распределять с вами петелечки на наши узоры. И прежде чем мы начнем, я еще хочу два слова сказать. Смотрите, мы начинаем выполнение, то есть переход от одного ряда к другому, начинаем, вот видите, не перед самой косой, ну или плетением, а буквально вот 2 столбика у нас будет вот переход, а потом еще столбик. То есть так переход у нас с вами будет не виден. Видите, да? Вот я показываю полотно, то есть абсолютно не видно перехода. И в то же время будет аккуратнее смотреться, и наши петли перед косой не будут сильно вытягиваться, ну скажем так, и смотреться неаккуратно. Поэтому я выполняю именно так. Резиночка моя и вот 2 изнаночных столбика, которые должны быть. И вот именно здесь я буду выполнять переход. И потом у нас будет коса. Мы сейчас все с вами разберем, распределим наши петелечки. Продолжим. Что мы делаем? Как я уже и сказала, выполняем переход от одного ряда к другому. Он всегда будет одинаковый. Вогнутый столбик без накида и 2 воздушные петли подъема. Далее вогнутый столбик с одним накидом по рисунку. И теперь у нас с вами будет плетение или коса. Как я и говорила, она располагается, сама коса или плетение, на 22 петлях. И изначально мы сейчас с вами на 16 столбиках будем добавлять, и у нас получится 22 столбика или 22 петли. И начинаем сразу с первого столбика, выполняем 2 выпуклых столбика с общей вершинкой. Ой, прошу прощения, с общим основанием. Вот наше общее основание и разные вершинки. Еще раз повторюсь, 2 выпуклых столбика или лицевых с общим основанием. Далее 2 вогнутых столбика. 1, 2. Далее опять то же самое выполняем. 1, 2, 2 выпуклых с общим основанием. Далее 2 вогнутых. 1, 2. Вновь 2 выпуклых. 1, 2. Смотрим, мы с вами 3 раза выполнили. Так, далее у нас с вами идут 2 вогнутых. 2 вогнутых. 2
выпуклых. Раз, два. И еще раз у нас получается 2 вогнутых. И 2 выпуклых. Сейчас мы остановимся, обязательно себя проверим, все с вами посмотрим, пересчитаем. 2 выпуклых. Так, и смотрим теперь. 1, 2, 3, 4. Еще надо нам выполнить. Будет 5 раз и еще 2. Точнее 2 столбика. Так, и теперь мы себя проверяем. Смотрите, вот наши петелечки. Их должно быть 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Видите, да? То есть наше плетение на 16 столбиках. А в итоге мы добавили с вами, добавили 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И 16 плюс 6 у нас получилось 22. То есть наша коса будет или плетение продолжаться на 22 столбиках, как я и говорила, или петлях. И далее у нас с вами идет узор резинка 2 на 2. Мы выполняем 2 вогнутых столбика. Все столбики у нас с накидом или 2 изнаночных и 2 лицевых. Раз, 2. И опять 1, 2 и 1, 2. Все здесь очень просто. Я достаточно быстро вяжу. Можете остановить и вязать в своем темпе. На что я хочу обратить ваше внимание. Я буду повторяться, чтобы вам было более понятно. То есть за счет вот этого расстояния, то есть вот этой резинки, вы можете регулировать, естественно, объем вашей шапочки. Да? И смотрите, то есть вы сейчас вяжете самостоятельно резиночку. Она у нас, в моем случае, она располагается на 18 петлях. То есть мы вяжем 1, 2, 3, 4 раппорта, это 4 петли, и 2 петли еще вяжем, чтобы у нас было симметрично, да, располагались наши косы и наши вогнутые столбики возле кос. Вот таким образом. Я прямо, видите, уже образец сделала и вам показываю. Вяжем нашу резиночку самостоятельно. Одежда 321, дубль 6 правильный. Блин, стукает там и все, ладно, неважно. Я выполнила резиночку между моими двумя плетениями. Она у меня располагается на 18 петлях, как я и говорила, да. Вот видите, 1, 2, 3, 4 раппорта в ширину и 2 вогнутых столбика для симметрии. И далее я приступаю к выполнению моего второго плетения. Всего у меня будет 2 плетения, то есть точно так же, как мы выполняли ранее. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Далее выполните резиночку и уже завершу выполнение ряда я вместе с вами. То есть вот я выполнила 2 столбика с общим основанием и далее 2 вогнутых столбика. И опять 2 выпуклых с общим основанием и 2 вогнутых. И так выполняем основу для нашего плетения. Я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Вот наша резиночка. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную.
Круговой ряд завершен. Напоминаю, мы выполнили второй подготовительный ряд. И теперь приступим к выполнению нашего плетения или узора, ну или косы. Смотрите, еще раз повторюсь, что сама коса располагается на 22 петлях и раппорт высоту у нас 6 рядов. Приступаем к выполнению первого ряда нашего основного узора, то есть нашей косы. Начинаем, как обычно, вогнутый столбик, 2 петли подъема и вогнутый столбик с накидом. Выполнили. И теперь наше плетение. Начинаем выполнение. 2 накида на крючок. Я пропускаю выпуклые вогнутые столбики. Вот наши 2 выпуклых столбика. Над первым я выполняю столбик с 2 накидами. И точно такой же столбик с 2 накидами выпуклый я выполняю над вторым столбиком. Далее я выполняю 2 вогнутых столбика. Смотрите, накид на крючок. И вот наши в предыдущем ряду 2 вогнутых столбика. Здесь очень просто. Я выполняю как бы по рисунку. 1 и 2. Далее я над нашими пропущенными столбиками выполняю 2 столбика с 2 накидами, тоже выпуклые. Беру поудобнее первый столбик и над вторым выполняю второй. Все, наше переплетение готово. Далее я выполняю 2 вогнутых столбика и выполняю точно такое же переплетение. Видите, да? То есть ничего сложного, все достаточно просто. И в то же время получается очень красиво и объемно. Пропускаем 4 вершинки и вяжем. Первый выпуклый столбик с 2 накидами и второй. Накид, 2 вогнутых, первый и второй. И теперь 2 столбика, видите, то есть вот они идут перед работой. Опять же столбики с 2 накидами, выпуклые или лицевые. Убежала ниточка, я повторю. Берите поудобнее при выполнении столбиков. Я обычно вот таким образом беру. И второй. Видите? Все, наше второе плетение с вами готово. И нам остается выполнить еще точно такое же третье плетение. Мы выполняем по рисунку 2 вогнутых столбика. И точно такое же переплетение. 4 вершинки пропускаем и считаем. 1 и 2. Далее накид. Раз и 2. И теперь над нашими пропущенными столбиками. 1 и 2. Все, видите, наши 3 переплетения готовы.
Далее мы выполняем нашу резиночку. И хочу обратить ваше внимание, что в дальнейшем, в общем-то, я на резиночку не буду сосредотачивать внимание, а именно буду подробно показывать выполнение самого переплетения или косы, чтобы просто не тратить ваше время, потому что здесь на самом деле все очень просто. Над вогнутыми столбиками мы вяжем вогнутые, над выпуклыми выпуклые. Здесь ничего не меняется. Вот таким образом. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Не забываем, что у нас с вами плетение с одной и с другой стороны. Между ними, между нашими плетениями идет узор резиночка. Я завершаю выполнение кругового ряда, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И я могу приступить к выполнению следующего. У нас это будет второй ряд нашего плетения. Ну и второй ряд, соответственно, раппорта в высоту. Начинаем вогнутый, 2 воздушные и столбик с накидом вогнутый. Далее очень просто все. Мы над лицевыми столбиками вяжем лицевые. Все столбики с одним накидом. Вот видите наши столбики. И я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. И еще один наш столбик, столбик с накидом. Далее над изнаночными я выполняю изнаночные, тоже 2. Раз и 2. Далее лицевые, то есть выпуклые. Раз и 2. И здесь все повторяется, то есть я немножко побыстрее буду вязать, ничего сложного. Раз, 2. Далее опять раз, 2. В 2 вогнутых. Далее 2 лицевых. Два изнаночных. Напоминаю, все столбики у нас с вами с одним накидом. И еще у нас с вами одно плетение, над ним точно так же. Раз, 2 и 2 вогнутых. Раз, 2 и вновь 2 выпуклых. Раз и 2. И дальше у нас с вами идет резиночка. Как я и говорила, я буду начинать ее выполнение, но особого внимания уделять уже я не буду, потому что здесь все одно и то же. 2 вогнутых, 2 выпуклых. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда нашего раппорта в высоту, то есть раппорта в высоту именно нашего плетения. И я могу приступить к выполнению третьего ряда. Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные, вогнутый столбик с накидом. И теперь смотрите,
у нас с вами будут точно такие же плетения, как были в первом ряду. То есть мы повторяем все то же самое. Очень просто. 2 накида на крючок, 4 вершинки пропускаем и выполняем столбик с 2 накидами. И еще раз столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее накид и 2 вогнутых столбика. Их хорошо видно по изнаночке. Вот таким образом. И теперь 2 накида и выполняем первый столбик с 2 накидами и над следующим выполняем второй. Вот видите, наше плетение готово. И вот такая красота у нас с вами получается. Далее у нас по узору 2 вогнутых столбика. И опять то же самое. То есть мы 2 раза повторяем с вами наше плетение. Я не буду их провязывать. Вы провяжите самостоятельно, потому что мы полностью с вами провязывали этот ряд. В общем-то, это плетение мы с вами провязали еще раз, как бы повторяя. Поэтому вы довяжете косу или плетение самостоятельно. Видите, я довязала столбики в моем плетении и уже провязала полностью ряд и завершаю выполнение моего 3-го ряда раппорта в высоту. Ввожу крючок во 2-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 4-го ряда моего плетения. 4-го ряда раппорта в высоту. Столбик без накида, 2 воздушные и вогнутый столбик. Ряд очень простой. Мы с вами уже выполняли такой ряд. То есть над выпуклыми столбиками мы вяжем выпуклые. Над вогнутыми вогнутые. Выполнили. И вот наши 2 вогнутых. Очень важно просто их не забывать провязывать. И над выпуклыми выпуклые. Раз и 2. Далее вогнутые. Раз и 2. Ну и так далее. Тут я не думаю, что что-то будет вот для вас сложно. То есть вы далее продолжаете. Раз и 2. Видите, да? То есть вот наш ряд. Напоминаю, это 4-й ряд раппорта в высоту нашего плетения, косы или плетения. 2 вогнутых, раз и 2. Все столбики у нас с накидом. Выпуклые, вогнутые, все с накидом. И еще одно плетение у нас с вами осталось, над которым мы выполним точно так же. Раз и 2. Далее раз и 2. И еще раз. Раз и 2. Все, далее у нас с вами резиночка идет. Вот видите, 4-й ряд нашего раппорта в высоту готов. Вот такие красивые, аккуратные у нас с вами получаются плетения. Мы выполняем ряд до конца и завершу выполнение ряда я вместе с вами.
Мы завершаем выполнение 4-го ряда нашего плетения. 4-го ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок в петлю подъема, выполняю соединительную, наш ряд с вами завершен. И теперь все как обычно. 2 воздушные, вогнутый столбик. Здесь очень внимательно сейчас мы начинаем выполнение 5-го ряда, как я уже сказала. И смотрите, я выполняю выпуклый столбик, выпуклый. Далее я выполняю 2 вогнутых. Все как по рисунку у нас с вами идет. 1, 2. И далее я выполняю точно такое же вот плетение, да, как мы с вами сделали, только вот над этими столбиками. 2 накида на крючок, пропускаю 4 вершинки и выполняю столбик с 2 накидами выпуклый и столбик с 2 накидами выпуклый. Все достаточно просто. Далее у нас с вами по узору идут 2 вогнутых столбика. Переворачиваем, вот они. Первый и второй. Провязали. И далее 2 выпуклых столбика с 2 накидами, только над пропущенными. Ну, то есть тот прием, который мы с вами уже выполняли. Первый столбик с 2 накидами и второй. Выполнили. Вот видите, хорошо видно наше плетение. Далее 2 вогнутых. И теперь точно такое же переплетение. 1, 2, 3, 4. Первый столбик с 2 накидами и второй. Выполнили. Накид. Выполняю первый вогнутый, второй. И теперь возвращаемся к нашим столбикам пропущенным. 2 накида и провязываем. 1 и 2. Далее у нас с вами идут 2 вогнутых. 1 и 2. И завершаем мы 2 выпуклыми наше плетение. Далее у нас резиночка идет. Я провяжу 2 столбика, просто чтобы нам хорошо видно было наше переплетение. И резиночку вы продолжаете, как всегда, самостоятельно. Вот такая красота у нас с вами получается. Напоминаю, мы выполняем 5-й ряд нашего раппорта в высоту, нашей косы, нашего плетения. И далее вы вяжете самостоятельно. Вот такое красивое плетение у нас с вами получается. Я завершаю выполнение 5-го ряда раппорта в высоту нашей косы или плетения соединительное. И я приступаю к выполнению 6-го ряда. Это последний ряд раппорта в высоту. Я говорила, что в нашем узоре раппорт в высоту это 6 рядов. Ряд очень простой. Вогнутый столбик без накида. 2 воздушные, вогнутый столбик. И мы с вами над выпуклыми столбиками вяжем выпуклые, над вогнутыми вогнутые. Начнем выполнение. На самом деле все очень просто. Над нашими столбиками мы выполняем выпуклые. Далее над вогнутыми вогнутые. Далее у нас с вами идут 2 выпуклых. Вот первый. Вяжем столбик с накидом и второй.
Далее 2 вогнутых. Ну, то есть точно так же, да, как мы с вами всегда и делали до этого. Первый вогнутый и второй, вот его хорошо видно по изнаночке. Далее опять над выпуклыми выпуклые. Раз, два. Далее 2 вогнутых и так далее. Я остановлюсь, вы дальше продолжите самостоятельно. Ничего сложного нету. То есть вы выполняете столбики до конца плетения. Давайте, тут немножечко осталось, я выполню вместе с вами, а уже завершите выполнение ряда вы самостоятельно. Раз, два. Далее. Раз, два. Это вогнутые. Далее. 2 у нас с вами выпуклых. Раз, два. 2 вогнутых. Раз, два. И 2 выпуклых. Раз, два. Я вяжу достаточно быстро. Вы можете останавливать, повторять, возвращать назад видео. Вяжите в своем темпе. И напоминаю, я выполнила 6-й ряд моего плетения. Это последний ряд раппорта в высоту. Завершаете выполнение уже ряда вы самостоятельно. И я покажу уже полотно, где я выполнила несколько раппортов в высоту. То есть, смотрите, мы с вами выполнили 6 рядов, раппорт в высоту, и далее мы повторяем с вами с наших переплетений. Достаточно просто, смотрится красиво и очень эффектно. И я выполнила, как вы видите, определенную часть нашего полотна. И хочу сказать, что в принципе вы на любом этапе можете остановиться, и у вас получится просто замечательная, красивая, очень интересная повязочка на голову. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, помним, да, мы с вами здесь добавляли петелечки. И если вы делаете повязочку, то вам нужно будет убрать в последнем или предпоследнем ряду, все зависит от того, какую повязочку вяжете, да, может вы еще обвязку захотите сделать, убрать эти петли. Я буду выполнять этот прием, ну то есть этот ряд буду выполнять при формировании макушки, и обязательно обращу ваше внимание именно на этот ряд. Ну а так видите, да, то есть замечательно, очень красивая повязка на голову получится. И давайте посмотрим полотно. Видите, да, очень красиво получается. Повторюсь, достаточно просто. Еще хочу сказать, что мы используем 2 узора. Наша коса или плетение, которое располагается на 22 петлях. И наша резиночка, раппорт в ширину 4 петли. Раппорт в высоту нашего плетения 6 рядов. И смотрите, здесь я выполнила 2 раппорта и уже начала 3. У вас может получиться 3 раппорта, 2 раппорта. Все зависит от вашей плотности вязания, от вашей пряжи. Сейчас я хочу показать вот мое полотно. Где-то 14, видите, да, с половиной сантиметров. Вот я покажу, почти 15. Мне этого достаточно. Это полотно я выполнила ровно. И теперь приступаю к выполнению макушки. Сейчас мы с вами будем вывязывать макушечку нашей шапки. И первый ряд нашего донышка или макушки мы начинаем с выполнения вогнутого столбика без накида. И очень внимательно я выполню только одну воздушную петелечку подъема, потому что в дальнейшем у меня столбики будут с общей вершинкой. Далее вогнутый столбик
с накидом. Вы поймете, о чем я говорю. Далее, смотрите, я выполню ряд, о котором я говорила именно вот в моем плетении. Помните, да, я говорила, если вы хотите выполнить повязочку, то у нас с вами ряд прибавлений есть. Сейчас я выполню именно убавление. Если вы выполняете повязку, то в принципе вы обязательно должны вверху при завершении выполнить этот ряд. То есть, что я делаю? Я выполняю первый столбик незавершенный и второй столбик незавершенный. И общая вершинка. То есть 2 столбика с накидом лицевые или выпуклые незавершенные. Потом я их провязываю с общей вершинкой. Далее я выполняю 2 вогнутых столбика. 1, 2. Здесь у нас все без изменений. Далее опять 2 столбика. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Вот видите. Далее у нас 2 вогнутых столбика с вами. 1 и 2. Далее точно так же с общей вершинкой первый столбик и второй. И общая вершинка. Далее 2 изнаночных. Первый и второй. Видите, да? Далее опять у нас с вами с общей вершинкой будет первый и второй. И общая вершинка. Далее 2 изнаночных. И первый с общей, незавершенный, и будет с общей вершинкой, и второй, и общая вершинка, и 2 изнаночных. 1 и 2. И последний раз мы выполняем первый и второй. И общая вершинка. Вот такой ряд мы с вами выполнили. Далее смотрите, в резиночке мы тоже выполняем сокращение, но за счет вогнутых столбиков. Как мы это делаем? Просто делаем вогнутые столбики с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. А выпуклые у нас наоборот останутся с вами пока не тронутыми. 1, 2. Далее первый незавершенный и второй. И общая вершинка. А выпуклые нетронутые. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение первого ряда донышка моей шапочки. Очень внимательно смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика, то есть пропускаю петлю подъема и вершинку столбика ввожу крючок, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Это был первый ряд донышка. Я могу приступить к выполнению второго ряда. Я ввожу крючок, обхватываю и петли подъема и столбик, выполняю столбик без накида вогнутый. Далее 2 воздушные петли подъема. Далее смотрите, накид на крючок, я пропускаю одну вершинку, еще 2 и над моей общей вершинкой вот таким образом захватываю, выполняю столбик с накидом выпуклый.
Далее, очень внимательно, вот мои два вогнутые столбика, я их буду провязывать с общей вершинкой. То есть в плетении я теперь вогнутые столбики буду провязывать с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик и второй. И общая вершинка. Далее накид, и я обхватываю общую вершинку, ну, таким образом, да, и столбик с накидом выпуклый. Далее общая вершинка в столбиках вогнутых, как я и говорила, первый незавершенный, второй общая вершинка. Далее накид делаю точно так же, как и ранее, то есть столбик с накидом выпуклый. Далее два вогнутых столбика, первый и второй незавершенные и общая вершинка. И далее возвращаемся к пропущенному. Ну, то есть точно так же, как мы выполняли вот прям в самом начале. Далее второе, видите, переплетение готово. И еще выполним одно. Здесь мы выполняем общую вершинку, накид, и теперь столбик с накидом. Далее общая вершинка, накид и возвращаемся. Все. В плетении сокращения у нас с вами готовы. Видите, да? И далее над вогнутыми столбиками мы с вами выполняем один. У нас общая вершинка была, да, мы выполняем один. А теперь выполняем выпуклые столбики с общей вершинкой. Накид и выполняем. Раз, два и общая вершинка. Далее здесь один вогнутый, а здесь общая вершинка. Раз, два и общая вершинка. Так мы с вами вяжем наш ряд и вяжем до конца ряда наши сокращения. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Это второй ряд нашей макушечки или донышка. Я ввожу крючок во вторую петлю подъема, выполняю соединительную. И вот видно, да, уже вот хорошо видно донышко, его формирование, то есть вот сокращение. Я продолжу, начну выполнение третьего ряда. Очень внимательно смотрите, здесь я начну, перехожу столбиком без накида, выпуклым, и 2 петли подъема, то есть начну с выпуклого столбика. Далее вогнутый, здесь один столбик вогнутый, один выпуклый, один вогнутый над общей вершинкой и один выпуклый. Далее там у нас с вами общая вершинка, вогнутый и выпуклый. Столбики, напоминаю, с одним накидом. Вогнутый. Вот. И выпуклый.
Далее вогнутый и выпуклый. Далее мы вяжем, смотрите, я захватываю, выполняю незавершенный вогнутый, далее накид на крючок и выполняю незавершенный выпуклый и общая вершинка. Далее точно так же незавершенный вогнутый и выпуклый, общая вершинка, вогнутый и выпуклый и общая вершинка, вогнутый и выпуклый и общая вершинка. Далее у нас с вами идет вогнутый, также мы его с вами незавершенным делаем, и столбик у нас с вами будет плетение и общая вершинка. Далее мы делаем, как и делали в нашем плетении, вогнутый, выпуклый. То есть вот таким образом продолжаем и вяжем. Вот видите, хорошо уже наше донышко видно до конца нашего ряда. Одежда 321, дубль 17. Наше донышко, вот видите, хорошо видно. И я завершаю выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок, выполняю незавершенный столбик вогнутый с накидом. Далее я ввожу крючок в петлю подъема вторую. Плотненькая она у нас с вами получилась. И вот смотрите, вот таким образом завершаю, выполняя соединительную. Далее у нас с вами будет последний ряд. Все столбики будут с общей вершинкой. Как мы это делаем? Я ввожу крючок вот таким образом и столбик без накида, одна воздушная, далее вогнутый столбик. И теперь смотрите, просто первый незавершенный и вогнутый незавершенный, общая вершинка, лицевой незавершенный и изнаночный незавершенный и общая вершинка, лицевой незавершенный, изнаночный незавершенный и общая вершинка. Здесь у нас с вами лицевой незавершенный и изнаночный и общая вершинка. Далее смотрите, там, где у нас с вами лицевой и видите, да, вот здесь общая вершинка. Если мы будем захватывать две вершинки, достаточно грубо, я делаю вот таким образом, то есть захватываю только один столбик. Первый незавершенный, здесь у нас вот мы просто эти столбики захватываем в резинке, да. И так вяжем до конца ряда. Здесь у нас с вами получается уже идет лицевой и изнаночный. То есть просто все столбики идут с общей вершинкой. И вы уже смотрите по рисунку. Все, и так мы завершаем наш ряд. Я покажу, как завершить выполнение самой шапочки. Я завершаю выполнение последнего ряда нашего донышка. Смотрите, выпуклый незавершенный, и ввожу крючок. Вот видите, моя вершинка столбика, воздушно пропускаю я и соединительно хорошо подтягиваю. Далее, смотрите, у нас вот такая дырочка небольшая. Есть два варианта.
Первый вариант, можно еще выполнить столбики без накида и хорошо их затянуть с общими вершинками. Но я предпочитаю обрезать нить побольше и вывернуть наизнаночку шапочку и просто затянуть иголочкой. Выбирайте свой вариант. И тот вариант, в принципе, возможен. Мы вывернули нашу шапочку наизнанку. Видите, так изнаночная сторона выглядит. Наши столбики рельефные. И теперь все очень просто. Я ввожу иголочку и просто вот по вершинкам столбиков подтягиваю. Скажу сразу, я когда делаю донышко, я прошиваю несколько раз. Где-то даже ниточку подтягиваю, то есть чтобы все было красиво, аккуратненько и главное надежно, потому что это изделие, которое вы будете стирать, носить. Вот таким образом я подтягиваю. И затем подтягиваю ниточку. И еще раз повторюсь, то есть прошиваю несколько раз. Таким образом. Я прошиваю несколько раз, нить убираю вдоль полотна и шапочку выворачиваю. Вот такая красота у нас с вами получилась. Осталось нам с вами промерить, посмотреть размеры нашей шапочки. Так, шапочка, ну, где-то 18,5, видите, да, 19 сантиметров глубина. Сразу скажу, что шапочка такая больше спортивная, не глубокая получилась. Опять же, вы регулируете самостоятельно глубину вашей шапочки. Все зависит от количества рядов, которые вы свяжете в высоту. И смотрите, в свободном состоянии это 24, видите, да, сантиметра. Но шапка очень эластичная, мягкая, покажу сейчас. И очень просто эластичная. И то есть растягивается на 28-29, ну, то есть умножайте на 2, да. Вот объем нашей шапочки получается. Красивое плетение, объемное, интересно. Переходов абсолютно не видно, видите, да? Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. И до новых встреч!